4 нажатия переводит нас к строку состояния. Привет, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о функциональных клавишах с F4 по F6 и различных комбинациях с ними. Для лучшего восприятия информации я создал три таблицы. Зеленая таблица с курсом валют стран, в которые мы будем продавать. Оранжевая таблица с показателями поставки на склад круп в количестве килограмм. Синяя таблица стоимость за 1 килограмм крупы в рублях. Для перевода из рублей в турецкие лиры пишем формулу, в которой делаем ссылку на ячейку C19 абсолютный по столбцу. Для этого нажимаем на клавишу F4 3 раза. То есть при автозаполнении формулы вправо ссылка на столбец не изменится. Сумма в лирах находится путем деления на ячейку C2, которую делаем абсолютной по строке двойным нажатием клавиши F4. На примере китайского юаня еще раз рассмотрим действие клавиши F4. Тройное нажатие закрепления по столбцу, двойное нажатие закрепления по строке. Создав стрелки на влияющие ячейки, мы увидим, что строка в зеленой таблице и столбец в синей таблице закреплены. Найти процент поставок по каждому кварталу от общего итога поступлений необходимо ячейку G12 сделать абсолютной, один раз нажав клавишу F4. Смотря зависимость ячеек, мы увидим, что формула в ячейках ссылается на G12. F4 в закрытой ячейке повторяет последнюю операцию, которая была до ее нажатия. Например, сделав текст курсивом, а затем полужирным, при нажатии F4 будет выполнено только полужирное начертание. Клавишу F4 можно использовать несколько раз, задавая определенный формат всем ячейкам. Комбинация клавиш Alt F4 закроет программу Excel полностью. Комбинация клавиш Ctrl F4 закроет только открытую книгу, сама программа Excel останется открытой. Клавиша F4 в формуле при однократном нажатии будет создавать абсолютную ячейку, при двойном нажатии абсолютную ссылку по строке, при тройном нажатии абсолютную ссылку по столбцу. В закрытой ячейке F4 будет выполнять последнее форматирование. Alt F4 закрывать программу Excel полностью, Ctrl F4 закрывать окно книги. Перейти в заданную ячейку поможет клавиша F5. Введя в окно перехода ячейку I16 и нажав ОК, мы переместимся в нее. Присвоив имена диапазона по методу, который мы проходили на прошлом занятии, ссылки на который будут в конце видео, мы сможем выделить также и именованный диапазон. Окно «Найти и заменить» вызывается комбинация клавиши Shift F5. Нажав «Найти далее», нас перекинет к ближайшему схожему значению. Shift F4 – это повторить поиск, который мы производили с помощью комбинации Shift F5, и перейти к следующему совпадению, если таких значений в нашем наборе данных несколько. Свернуть программу Excel в окно Ctrl F5. F5 – переход в указанную ячейку или область. Shift F5 – открыть окно «Найти и заменить». Shift F4 – повторить поиск значений. Ctrl F5 – свернуть программу Excel в окно. F6 является клавишей для быстрого перемещения по Excel. При нажатии на F6 один раз мы перейдем к перемещению по листам, стрелками влево и вправо. Для входа в лист нужно нажать пробел. Для выделения нескольких листов подряд Shift пробел. Выделение отдельных листов Ctrl пробел. Двойное нажатие по F6 приведет нас к перемещению в правую часть книги, в данном случае в поля сводной таблицы. Тройное нажатие клавиши F6 переведет нас в режим управления с клавиатуры, которому будет посвящен отдельный урок. 4 нажатия переводит нас к строку состояния, где можно увеличить масштаб и изменить вид страницы. Shift F6 позволит сделать то же самое, только в обратном порядке. Одно нажатие строка состояния, два нажатия переход в режим управления с клавиатуры, тройное нажатие поля сводной таблицы, 4 нажатия по клавише F6 перемещение по листам. Комбинация клавиш Ctrl F6 переход по открытым книгам. Комбинация клавиш Shift Ctrl F6 переход по книгам в обратном порядке. Подведем итоги. F6 используется для перемещения по различным элементам книги. Ctrl F6 по книгам. Файлы с примерами под видео. Ставьте палец вверх, в комментариях оставляйте оценку от 1 до 10 по степени полезности видео. Подписывайтесь на канал, следующее видео во вторник.